Здравствуйте, с вами Татьяна Бейко. И сегодня я хочу показать, как можно создать цветочки. Допустим, с вашей заливкой что-то еще добавить. Не после того, как уже все высохло, а вот именно вот когда вы заливаете. Так много интересных техник. И, допустим, с веревочкой, потом с цепью. Так что мы попробуем вот сделать один цветочек с веревочкой, а другой цветочек мы с цепью сделаем. Так, ну вот у меня холст. Он не прогрунтован. Ну, как обычно, они из магазина. Написано, что несколько раз прогрунтовано. Ну, там просто как водичкой такой покрывают белые. Итак, значит, что для этого будем использовать? Можно, конечно, вот все опять-таки залить, смешать несколько красок, значит, залить. Ну, а мы сделаем что-нибудь простое. У нас будет, допустим, черный, и цветочек будет белый. Краски вот буду использовать такую белую и черную. Краску для фона буду использовать такую, черную. Она уже ready mix. Уже там смешанная с чем-то. И вот видите, она. Вот. Так, что я буду делать дальше? Вот у меня здесь краска хорошая. И вот буду туда опускать полностью эту свою веревочку. Помогать можно. Ну что ж, вот опустила я туда веревочку полностью. И сейчас вот с этой стороны у меня будет веревка, а здесь у меня будет с цепью. Вот так вот достаю. Длина веревки, ну где-то вот 2 длины поверхности, вот, ну, 2 длины вот этого цветочка вы хотите, допустим, сделать. Ой, капается. Угу, пускай тоже будет, наверное, интересно. Оп. Так вот. И сейчас вот таким вот образом смотрите, получилось даже очень симпатично. Вот эту веревочку вы запросто сполоснули и можете использовать опять и опять. А когда у вас высохнет, то можно там еще чего-то и дорисовать. Но мне кажется, уже и так красиво, правда? Так хочется сюда что-нибудь капнуть, но пока не буду. Сейчас с цепью то же самое. Опускаю ее вот в стаканчик. Так, хорошо. Бессовестно капает так. Несимпатично. Ну ладно, пускай там всякие будут маленькие бутончики. Вот. Так. Ну вот, давайте смотреть, что же, а как же с цепью у нас получается. О, смотрите, смотрите, как с цепью.
Так, это тоже сразу в водичку. Если большой холст, пожалуйста, только черная, белая краска или там любой, может быть, цвет, такой минимализм. Очень-очень будет даже и симпатично. Вот, а когда подсохнет, может быть, или даже сейчас, вот я бы что-то обязательно капнула, хочется красненького почему-то, такую божья коровка, что ли, ну или просто какое-то яркое пятно. Ну вот сейчас уже за камерой я буду экспериментировать. И если что-то получится, я вам обязательно, конечно, покажу. Ну, а если уж нет, если я испорчу, то в таком случае экспериментируйте. До скорого. Пока-пока. Ну вот, значит, я здесь. То можно, конечно, поэкспериментировать. Что-то здесь еще интересное дорисовать и дописать, да? Ну вот красненькое мне как-то вот очень почему-то хочется. Не знаю, но если хочется, значит, обязательно надо это сделать, правда? Ну вот здесь такое... Какие ягодки. Вот, потому что, ну что это за белые пятна, да? Вот пипеточкой мы сюда добавляем интерес красненький. Такие маленькие совсем. Хорошо. Ну вот остановиться бы, да? Но вот не хочется. А вот не хочется. Хочется еще побаловаться. Так, ну вот у меня... зелененькая. Ну вот отсюда начну, да? Может быть, посмотрим. Как интересно. Здесь у меня, вот смотрите, смешалось и с красненьким. И так вот, такие разные. Вот. Смотрите. Так, ну вот, все высохло, все так же осталось. Да? И вот, допустим, сейчас я хочу покрыть, это вакс, можно покрыть работу. Это я покрывала вот таким вакс медиум. Здесь вот написано, что очень хороший протектор. И после этого уже ничего не страшно. И самое главное, что никаких трещинок не образуется. Сохнет очень быстро. Здесь я покрою обычным лаком. Так, а здесь я покрою вот таким вот лаком. Вот это мат. Значит, не блестит, да? Когда покрываем лаком, смотрите, как сразу оживают все цветы. Оживают как все цвета. Опять-таки посоветую, очень посоветую. У меня, допустим, этот лак. Он очень хороший. Видите, это Winsor & Newton. То есть берите лак художественный, не строительный, чтобы не пожелтел. И берите лак очень хороший, не строительный, может пожелтеть. С этим лаком уже ничего не страшно. Вот, в принципе, так все и останется. Итак, спасибо, что посмотрели мое видео. Еще раз спасибо, да? И не забывайте,
Присоединяйтесь в мою группу на Фейсбуке, показывайте свои работы, задавайте вопросы. И до скорого. Пока-пока.